Добрый день, это Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра». Это «Красный канон» и мой замечательный гость Петр Скляр, автор проекта «Словографика», художник, человек, который переосмысляет для нас наследие Даля и наследие русского народа в виде пословиц и поговорок. И, как я сказал в прошлый раз, Петр, я считаю, что ты фактически создаешь новый словарь, только вот наглядный, новый алфавит для нас. Сергей, добрый вечер. Алфавит смыслов. Спасибо за приглашение вновь принять участие в эфире, вновь побеседовать. И мне тут сложно как-то комментировать твою похвальную речь. Спасибо, очень рад, что находит отклик мое творчество. И да, сегодня поговорим о Владимире Ивановиче Дале, тем более не за горами его юбилей. В ноябре ему исполняется 225 лет. Нашему уважаемому, дорогому, драгоценному соотечественнику и собирателю русского фольклора и вообще русских слов, а если так чуть глубже, то вообще и русской души. Согласен полностью, полностью согласен. Ты сказал, что он является твоим фактически, так скажем, эзотерическим небесным наставником, что ты держишь с ним связь. И мне это очень понятно, потому что среди литераторов, я пишущий человек, существует простая такая понятная практика. Если кто-то очень тебе близок, ты можешь на него поднастроиться. Вот ты выписываешь авторов, которые прям отзываются, которые для тебя фактически вот такой непреложный канон, настраиваешься на их волну. И это не значит, что ты что-то там, боже упаси, передираешь. Нет, это значит, что ты становишься сопричастен и их образу, и видению мира, и через это творишь сам. Ты знаешь, тут, может быть, я даже так глубоко это не воспринимал, хотя вот сейчас ты это озвучил, и у меня это отозвалось. Я в большей степени имею в виду, что его драгоценный словарь и, помимо этого, сборник пословиц русского народа, с которым я непосредственно работаю уже в контексте своего проекта «Словографика», это для меня бесценные настольные книги, к которым я регулярно возвращаюсь, благодаря которым я вообще обрел свой путь, ни много ни мало, благодаря которым я нахожу новые пословицы, которые... Удивительно, знаешь, я много раз уже его перечитывал, и бывает, прочитал первый раз, например, через год, через полтора, прочитываю то, что не отозвалось до этого, сейчас такой, вау, какое шикарное выражение. Наполняется смыслом. Барская ласка, что волчья дружба. Тогда не отозвалось, а сейчас такой, да это же вообще просто алмаз алмазов, да. Надо рисовать. Видимо, дозреваю, либо... За это время появился какой-то опыт, который сейчас у меня откликнулся вот на эту как раз, на эту фразу. Вот в таком контексте. А поскольку еще некоторое время назад, наверное, лет 5 назад я уже так внимательно изучил его биографию и продолжаю ее изучать, продолжаю находить новые интересные главы его жизни, я искренне восхищаюсь этим человеком. Тут даже сложно подобрать слова. Он настолько неординарная личность получилась, и в то же время настолько глубинно русский человек, что это какой-то подарок Вселенной, что он у нас появился, что судьба была к нему благосклонна, что он сумел максимально, вот насколько он сам это себе наметил, самореализоваться. Он сумел выполнить задачу своей жизни, и это вот прям чувствуется, если ты изучаешь его труды и изучаешь его биографию. Биография, да. Это такая, я так понимаю, такая долгая, осознанная, осмысленная жизнь с очень твердым целеполаганием. Год от года он только невероятно системный подход. Да, невероятно системный подход, очень четкая, максимальная фокусировка.
Но в то же время она, это тоже вот, мне кажется, это вот такая типично русская, она глубинно четкая, но на верхнем уровне кажется, что человека кидает из... Будто бы. Будто бы, да, что вот его на волнах жизни, то он служит на море, то потом он получает медицинское образование в Дербцком императорском университете, потом война. Потом Санкт-Петербург, военно-сухопутный госпиталь, потом Оренбург, чиновник по особым поручениям при Василии Перовском, потом организация военного похода на Хиву, потом бах, Министерство внутренних дел, правая рука Льва Перовского, потом просто из сверкающего столичного Санкт-Петербурга в провинциальный Нижний Новгород директор удельной конторы. Вот, ну, то есть, как бы это, можно сказать, дауншифтинг, но на самом деле... Видимо, не случайно, там наверняка какая-то история. В его деле это абсолютно не дауншифтинг, потому что он оказывается на родине самой крупной ярмарки Российской империи, Макарьевская ярмарка, которая еще упоминается у Пушкина в Евгении Онегине в 8 главе. И там как раз он, по всей видимости, донабрал необходимое количество слов, что-то еще наверняка очень важное понял. Плюс там еще тоже такой очень важный момент, он же не просто собирал слова, он был служащим еще, и он заведовал делами более 40 тысяч удельных крестьян. А удельные крестьяне – это довольно сурово было. Это крестьяне, которые непосредственно подчинялись императорской семье, и трудились на них, и трудились, работали, наверное, правильно сказать. И он, несмотря на то, что он был уже очень известный чиновник, очень авторитетный, он ежедневно общался с простыми людьми, он ежедневно старался вникать в их нужды, он повторил подвиг своего отца, практически вековой давности. Он сумел выбить для простых крестьян, выбить деньги и построить больницу бесплатную. То, что в свое время, почти век назад, в Луганске сделал его отец, Иоганн Христиан Даль. Потому что на тот момент простые люди, они не совсем-то за людей считались. Нет, и уж точно. Там, ну, с ними можно было поступать по-разному. То есть, ну, скажем так, ни о какой медицине и вот об этих, как это... социальных гарантиях даже речи не шло. А Даль, он по-другому не мог. И это на самом деле говорит о том, что он не просто служил Отечеству, а он служил именно людям. И в том числе, ну, наверное, самым социально незащищенным людям это вот либо отставные солдаты, либо крестьяне, ну, которых было подавляющее большинство. Ну, практически основная масса населения Российской империи. И служил не за страх, а за совесть. И зачастую, отправляясь в какие-то отдаленные уголки губернии, он всегда брал с собой свой хирургический чемоданчик, потому что у него было прекрасное медицинское образование, которое он отточил в русско-турецкой войне 1828-1829, в русско-польской кампании 1830-1831, и потом еще много-много где, там в Санкт-Петербургском военно-сухопутном госпитале, в Оренбурге. Он прекрасно оперировал, он был, ну, действительно мастером, вот, не сильно уступающим Пирогову, на секундочку, и Пирогов в своих мемуарах это подчеркивает. А Пирогов был довольно скуп на похвалу, поэтому если он это сказал, то это дорогого стоит. Даль всегда брал с собой свой чемоданчик с инструментами. Более того, он освоил, насколько это можно было освоить при его занятости, строение животных и, как это правильно сказать, устройство организма домашней скотины. И потому что зачастую на одной корове или там на двух коровах держалась целая крестьянская семья. Да. И он и животных старался лечить. То есть он освоил ветеринарное дело, понимая его важность вот для отдаленных. Более того, он часто оказывался в таких деревнях, где, в принципе, доктора отродясь не видывали. Никогда. Никогда, да. И он там тоже помогал. И не все получалось. Он очень из-за этого переживал, потому что, ну, крестьян, мягко говоря, прижимали. Вот, самые разные. Ну, все, кто не крестьяне, прижимали крестьян. Ну, конечно, это же еще даже период, как я понимаю, был до отмены крепостного права, вот как раз вот та деятельность, о которой ты говоришь.
Правильно ли я понимаю, что он всегда, и причем с каждым годом все больше и больше, в Российской империи слыл, ну, мягко говоря, за человека со странностями? Ну, потому что порыв такой, он всегда сопровождается странными комментариями людей, которые поближе к кормушке. Ты знаешь, я Он же, насколько я понимаю, принципиальным был. А такого я не уловил, и я бы так не стал обобщать. Другое дело, что он был настолько кристально честным человеком. Ну, просто для меня лично это не тождественно странный. Это не для нас, да. а для общества. Я в этом смысле. Ну, наверное, даже не столько для общества, сколько для руководящего. Для руководящего, да. Да, но тем не для менее, высшего сословия. Его авторитет именно как безупречного чиновника, именно как всесторонне образованного специалиста был настолько велик и незыблем, что все равно с ним считались, его уважали. Да. Плюс, ну, ни много ни мало за русско-польскую кампанию он получил орден Святого Владимира 4 степени с бантом, поэтому, ну, это все-таки чего-то стоит. Плюс Конечно. у него был еще другие награды, плюс у него был отдельно знак внимания от императора, от Николая I, там за одно дело в русско-польской кампании, аметистовый перстень. Вот, как знак особого благоволения. Императорский подарок. Да, императорский подарок. Вот, Даль там навел мост, переправу через Вислу. И об этом стало известно императору, насколько это было сделано невероятно технично. Там, если сейчас маленькая такая звездочка на полях, отскочим в русско-польскую кампанию. Да. Там он служил в корпусе генерала Ридигера, достойнейший абсолютно генерал, и в какой-то момент их корпус подошел к реке, к Висле. Ее надо было форсировать, но все инженеры были выбиты. И Даль тут как раз проявил себя с абсолютно, казалось бы, неожиданной стороны. Он уже был прекрасный доктор, уже себя зарекомендовал как превосходный хирург. Он вызвался навести переправу. И буквально то, что называется из ничего, там недалеко была неработающая винокурня, вот, то есть, ну, из досок, из веревок, из каких-то бочек. Он, естественно, ну, при помощи других солдат в кратчайшие сроки навел переправу, и она была настолько хороша, что Ридигер в своем донесении Паскевичу отметил, что по этой переправе смогли пройти маршем не просто пехота, но и конные войска, и смогла пройти артиллерия. И позднее этот доклад, ну, похвальный лист, также лег на стол императору, что, в свою очередь, по всей видимости, у императора Николая I очень отозвалось именно, ну, как по-человечески, насколько находчивый был, казалось бы, дивизионный лекарь Владимир Иванович Даль. Абсолютно к этому, как говорится, не имеющий никакого отношения. Ну, казалось бы, не имеющий. То есть, ну, казалось как бы, бы, да. От последнего человека, от которого ожидали бы наведения такой прочной переправы, и более того, это был не единичный случай, через некоторое время он еще через другую речку соорудил похожий же прочный мост. Но вот тут, что называется, острый ум. Безусловно. Острый ум, и то, что сейчас во многом, конечно, утеряно, это достояние той эпохи, это многофункциональность буквальная, жизненная, когда человек вот на все руки почти мастер. Что-то ломоносовское. Да, абсолютно полностью спектр согласен. Занятий, да. Ну, невообразимый. Причем все то, к чему он имел приложение, это вещи системные и вещи такой серьезной ответственности. Все отмечали, ну, с кем он общался, кто был в орбите его влияния, скажем так, все отмечали, насколько насколько острый ум был у Владимира Ивановича, и тут, конечно, надо отмотать еще чуть назад в его детство, потому что и он сам это вспоминает, и биографы об этом пишут, что это, по всей видимости, от матери. Его мать, Мария Фрейтаг, обрусевшая немка, была женщина невероятно образованная, она знала 5 языков, ну, отец, на секундочку, знал 6 языков, поэтому там, в принципе, шли, что называется, вровень. Да, и много.
Даль с братьями и сестрами получил прекрасное домашнее образование. И вот он вспоминает, что мать прям вот с первых дней говорила, что надо зацеплять всякое знание, всякое умение, которое попадается в жизни, потому что никогда не знаешь, что из них в какой момент может тебе пригодиться. И вот, по всей видимости, это наставление, оно Этот было посыл, посеяно, он буквально и сработал, конечно. он был воспринят буквально, и, ну, не то, что там, условно, матушка поучает, нет, а он прям вот взял и закрепил это, и когда, наверное, вот еще в очень таком юном возрасте такое наставление правильно закрепляется в сознании, то оно может дать невероятные плоды. Ну, собственно, как с Владимиром Ивановичем и получилось. Да, как и получилось, согласен. Плюс, естественно, это потом было еще очень сильно удобрено, улучшено в морском кадетском корпусе, где он тоже получил прекрасное образование. Вот. То есть по тем временам это и энциклопедист, Да. и инженер, Да. видимо, по устройству мозга в том числе, и серьезный словесник, и Это, вообще то есть, думающий получается, еще человек. и гуманитарий И все-таки. гуманитарий, и технарь. Ну и Буквально. плюс блестящий хирург. Да, и блестящий хирург. Блестящий вот хирург, я и говорю, да. что-то ломоносовское. То есть Да, вот но- там многофункциональность, которая применима. Да, но при этом еще и очень интересный, своеобразный писатель. Он же под псевдонимом Казак Луганский выпустил немало повестей, рассказов. Вот этот сказки Казака Луганского, за которые он и угодил в тюрьму, правда, на один день, и был потом выпущен. И биографы склоняются к тому, что сам он не оставил об этом воспоминаний, что он был выпущен благодаря тому, что император Николай I вспомнил тот его подвиг на Висле и распорядился его отпустить. Тираж изъяли, но Владимира Ивановича выпустили, и более того, Бенкендорф ему доложил, что император просит Владимира Ивановича не беспокоиться, этот инцидент не будет ему поставлен в вину и никак не отразится на его последующей карьере. Что, собственно, и произошло. Он никогда, этот арест никогда ему не влиял в последующем да. на его продвижение и на его службу. А в чем там был, так скажем, секрет недовольства со стороны власти? Хотя бы пару слов скажи, пожалуйста. Секрет недовольства был очень прост. И для нас сейчас, может быть, даже не так понятен. Дело в том, что вот в этом сказках Казака Луганского Даль, это Петербург, это осень 1832 года. Он служит фельдшером в Санкт-Петербургском военно-сухопутном госпитале, а вечерами он пишет сказки и продолжает работать со словом. И вот здесь он впервые раскрывается как писатель. И поскольку за предыдущую военную кампанию он уже накопил немало слов, немало каких-то исторических анекдотов, немало историй, ему хочется этим поделиться. И ему в первую очередь хочется поделиться именно метким, образным русским словом. Поэтому его сказки, они насыщены, где-то даже перенасыщены пословицами, поговорками, прибаутками, вот всем таким. Но на тот момент этот язык, это считался язык черни, язык простолюдинов. И это чуть ли даже было не попирание святых. Высокая культура не может позволить себе использовать пословицы, а Даль их использовал изобильно. И поскольку всегда есть высокие чины, которые желают еще больше выслужиться, то некто Мордвинов, начальник 3-го отделения, он, увидев эту книжку, он доложил о ней императору. Император сгоряча велел арестовать, но чуть разобравшись, в тот же вечер его отпустил, и более того, через некоторое время, вот когда Бенкендорф, он был в отъезде, он вернулся в Санкт-Петербург, он вызвал Даля и, насколько соответствовало его положению, сказал, что из серии, при мне бы такого не произошло, но вот император желает вам передать, чтобы не беспокоились, это дальше никак не отразится. В чем суть? Пословицы, поговорки – это был язык черни, язык солдат, язык крестьян, их нельзя было использовать. И в чем в этом… Буквально так? Буквально так, да, именно за это. И в чем состоит, если угодно, культурный подвиг Даля? Он впервые выступил пионером использования пословиц. Потом были… или даже не потом, одновременно был Пушкин, но там гораздо меньше было. Чуть позже был Гоголь.
Потом уже в 20 веке пословицы обильно использовал Михаил Александрович Шолохов. Чуть позже их виртуозно использовал Василий Макарович Шукшин, естественно. Но честь быть застрельщиком, пионером принадлежит Владимиру Ивановичу Далю. Но, соответственно, ему же и первые плюшки. Да, но я тебе хочу сказать, что, конечно, ни у Пушкина, ни у Гоголя и близко этого нет. Да. Там что-то проскальзывает, и оно максимально вплетено в ткань, и как-то бывает относится к каким-то персонажам именно простонародного происхождения. То есть так, это все очень аккуратно. Да. Я так понимаю, что если тот текст вот не знаком с ним, грешен. Там пословицы он есть, эти сказки-то? Да, есть, конечно. Вот надо почитать. И там будет. К следующему разу. И что еще тоже вот такой интересный вираж судьбы, если угодно. Эта вот книжка «Первый пяток сказок казака Луганского», она привела Даля к аресту, но и она же потом привела его к знакомству с Пушкиным. То есть, по сути дела... То есть, до Пушкина дошла книга? Нет, Даль, после того, как он вышел из-под ареста, он набрался смелости, взял одну из немногих уцелевших книг и сам пошел представиться Александру Сергеевичу. И он в своей биографии... немногословно, но там есть бесценные воспоминания, как он пришел к Пушкину на квартиру, там был такой сумрак, царил, как вот он зашел, представился, как Пушкин в свойственной ему такой деловой, даже, может, где-то порывистой манере, но невероятно вдумчивый, на самом деле, пролистал книжки, в какой он пришел восторг, он моментально понял замысел Даля. Он понял, что... Даль использует пословицы в таком количестве не потому, что он не умеет писать без них, а потому, что он хочет явить народу красоту его же собственного языка и образность мышления, и образность речевых оборотов. И вот ту самую глубинную народную мудрость он хочет ее... Он, по сути дела, актуализировать вновь. Да, сделать общеизвестным. Сделать общеизвестный, да. Пушкин это счел моментально, поэтому он моментально проникся симпатией к Далю. И есть мнение, что именно Пушкин и натолкнул Даля на мысли, всячески его поддерживал в составлении словаря. Ах, вот как. Да. Да. Буквально. Так что, если это, знаешь, как, если так привести такую аналогию, вот с этой книжкой Даль прошел уровень, вышел на босса, прошел босса в виде тюрьмы и потом получил драгоценный приз в виде знакомства, а на самом деле и дружбы, очень такой уважительной, взаимоуважительной дружбы с Александром Сергеевичем Пушкиным. Петр, друг мой, ну вот как тут не сказать, нет худа без добра. Абсолютно верно, это именно... Это же просто вот так вот буквально. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Да. Да, это именно тот случай. Более того, через некоторое время, когда Даль отправился в Оренбург, это, по-моему, июль 1833 года, он отправился туда уже в виде чиновника по особым поручениям при генерал-губернаторе Василии Перовском. Василий Перовский ни много ни мало герой Отечественной войны 1812 года, участник Бородинского сражения, человек, повидавший немало. И он туда... Должность серьезная. Должность более чем серьезная. Поручением это же... Да, но и у Перовского должность серьезная, потому что надо понимать, что такое Оренбургский край на тот момент. Если Петербург – это сердце России, то Оренбургская область – это ворота в Азию. Там смешение невероятное культур, народов, калмыки, киргизы, казахи, яицкие казаки, вот те самые, которые 100 лет назад взбунтовались, служилые люди, еще там разные степные кочевники, это вот просто огромный плавильный котел, который, плюс там еще недалеко Хивинское ханство, которое процветает за счет работорговли, ну вот понятен контекст, и... Мягко говоря, не самое спокойное место на карте Российской империи. Мягко говоря. Да. И вот туда как раз отправлен Василий Перовский, генерал-губернатор. Более того, у него было с собой изрядное количество бланков, грамот, вот, или как это еще сказать, уже заранее подписанных императором. То есть он мог от имени императора издавать указы и законы, настолько он был облечен доверием. Но он, естественно, хотел, он был высокообразованный человек тоже, и он, за что ему большое спасибо, он не просто хотел всех, тупо подчинить силе оружия, а он хотел там сделать действительно такой
оазис цивилизации, и во многом ему это удалось. И поначалу тоже было непонятно, как вот Даль оказался, вот только-только он никому неизвестный фельдшер в Санкт-Петербургском военно-сухопутном госпитале, как он уже правая рука такого значимого военного. Но метаморфоза серьезная. Как случилось-то? Серьезная. А как случилось? А вот давай с тобой прикинем, а какой человек, с другой стороны, мог бы подойти Перовскому на такой очень неспокойной должности, в таком очень неспокойном крае? Обычный выпускник какой-нибудь гимназии? Нет. Или, может быть, верный, но не все понимающий ветеран какой-нибудь компании. Ведь Владимир Иванович, он блестяще образован, он знает несколько языков, у него за плечами 2 военные компании, он умеет лечить людей, он превосходный хирург и превосходный, как тогда говорили, оператор. Он писатель, он умеет работать со словом. Что крайне немаловажно, да, работа со словом, конечно. Работа со словом. У него ясный, острый ум, и он не боится сложных поручений. Так при таком раскладе, на самом деле, получается, что Даль был нужен, но если так можно обобщить, не только Перовскому, а любому другому генерал-губернатору. Согласен. Видимо, возможно, не без участия Николая I, да, раз эта история, этому назначению предшествовала история с суточным арестом. Можно, видимо, где-то как-то там по каким-то горизонтальным связям можно предположить, он был, так скажем, включен в лист особо важных персон. Можно предположить, особо важных. Да, а можно еще предположить, что Александр Сергеевич Пушкин мог замолвить о нем слово, потому что они с Перовским были знакомы. И когда Пушкин в сентябре 1933 года приехал в Оренбург, чтобы писать свою историю пугачевского бунта, очень может быть, кстати. Он остановился в доме Перовского. Но сопровождал его по мятежным станицам Владимир Иванович Даль. И вот там как раз их дружба, и окрепла. Красивая история, очень красивая. Даль при своей жизни какое первое системное издание увидел? Наверняка ты знаешь. Я вот не касался этого, честно тебе говорю. Как все это развивалось-то? И это развивалось... Я так понимаю, что это же ступенчато было? Да, достаточно благополучно. На самом деле, он... Вот последнее место его службы – это Нижний Новгород. Он начальник удельной конторы. Уже сказал, он и лечил крестьян, и разбирал их тяжбы, как мог, старался, помогал. Плюс тогда ведь уже шла нулевая мировая оборона Севастополя. И Даль сохранял переписку с Пироговым. Они, знаешь, если не то, чтобы были друзьями, они были очень хорошими приятелями, потому что они вместе учились еще в Дербском университете. И Даль, насколько мне известно, отправлял туда и гуманитарную помощь, как сейчас можно сказать. Они буквально ровесники, да? Они буквально ровесники, да. И это такое студенческое братство, понятное дело. Может быть, действительно не близкие друзья, но такие, товарищи. Да, но с большим уважением друг к другу относящиеся. И потом Даль вышел в отставку и поселился в Москве. И тут как раз он имел возможность уже вот все, что он накопил за это время, за больше, чем полувековую свою жизнь, он уже стал это все сортировать, и здесь было... То есть где-то в этом возрасте он приступил, да? За 50 он... За 50, да. Но собирал он гораздо раньше. Нет, это я понимаю. Ты же об этом четко сказал, что жизнь была фактически этому посвящена, помимо прочего. И вот здесь он приступает к работе над... И здесь он приступает к работе уже над замыслом. И было общество любителей русской словесности. Они по возможности помогали. Это преимущественно были студенты, то есть не самые обеспеченные люди, но помогали где-то какие-то главы, какие-то буквы дособрать. Но когда настал момент издания, публикации, печати сначала, то это серьезные деньги, особенно еще, тогда бумаги было поменьше. И собирали сумму найти сразу не удалось, и тут надо отметить роль императора Александра II, когда он узнал об этом, а, естественно, далее все знали, когда он узнал об этом, он лично вложился деньгами, и тут прям один за другим вышли все 4 тома
толкового словаря живого великорусского языка. За это Александру II огромное спасибо. Да, безусловно. Это прям, очень круто. На самом деле, действительно, это важно, что император оценил, несмотря на то, что там же огромное количество слов было, я уверен, даже ему непонятных, и простонародных, и местечковых, но он оценил замысел Владимира Даля. Более того, я тебе скажу, как я так догадываюсь, потому что я 4 тома не читал, а ты читал и не единожды. Я думаю, что там были и такие пословицы, которые не лучшим образом ложились на образ, так сказать, царской России. Однозначно. И управления ее, и прочего всякого. Но... Из песни слов не выкинешь. Да. Красивая история. Но это отдельно 4-томник толкового словаря живого великорусского языка, 200 тысяч слов. Сборник «Русские пословицы и поговорки», 2-томник на тот момент, более 35 тысяч пословиц и поговорок, вышел отдельно еще. И на фронтальной странице Даль подписал, на всякий случай, пословица несудима. Молодец. Но человеку хватило того опыта. А жизнь-то как у нас? Опять же, от тюрьмы, от сумы. Да. Это вот все оттуда. Но тут уже к нему не было никаких вопросов абсолютно. Более того, подавляющее большинство значимых критиков были на его стороне. Лексикографов и вот всех этих гуманитариев, они были на его стороне, они, слух-то шел, что вот этот толковый словарь, что вот он уже должен выйти, и вот он наконец-то вышел, но это было событие. Конечно, грандиозно. Я не представляю себе, это настолько системный труд, это мы сейчас люди компьютерного века, но это как? Это же все на бумагах, это же все... Я могу подсказать, насколько это был системный труд, кто-то подсчитал, не я, но цифры сходятся. Что вот только даже без пословиц, только толковый словарь, 200 тысяч слов. Чтобы его написать, Далю нужно было каждые полчаса записывать одно новое слово. И вот так на протяжении 50 лет. Вот как это возможно, скажи мне? Ну, это вот человек-функция. Это вот, как говорится, как вот говорят, как Бог пальцем показал. Наверное, да. Тут... Можно несколько, наверное, сказать. Я не ручаюсь, что это все верно, но вот как мне это кажется, он это не воспринимал как труд. Только поэтому это стало возможно. Он это делал с воодушевлением, он это делал с удовольствием. Для него была, собственно, его жизнь. Это и была его жизнь, да. И, знаешь, есть... По-моему, китайское высказывание, но не буду сейчас умничать, может быть, Конфуций. Найди себе работу по душе, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни. Вот что-то перекликается с этим. Это прекрасно вообще, абсолютно прекрасно. И это не отменяет того, что у Даля были там и трудности, и какие-то перипетии. У него личная жизнь была непростая. В том плане, что у него вот в Оренбурге умерла первая жена, которую он очень любил, и младший сын умер. Он очень из-за этого переживал, но у него прям осталось одно письмо, где он пишет, по-моему, своей сестре Паулине, с которой у него до конца были очень теплые, очень доверительные отношения, что я готов вытерпеть любое горе, которое мне преподнесет Всевышний, потому что я, конечно, слишком люблю эту жизнь, но видит Бог, как мне сейчас тяжело. Вот такой там был посыл. То есть он абсолютно, он не, знаешь, то, что называется, он не сетует на судьбу, он не досадует, он признает, что наличие чего-то более мощного, чем он сам, и в каком-то смысле определяет нашу жизнь. Да, и он в каком смысле готов покорно следовать предначертанию свыше. И вот это где-то такая, знаешь, стоическая в нем, вот что-то стоическое в нем есть. Да. И оно настолько спокойное, что он вот как-то сумел вот на этих волнах вот как-то пройти их, да, немножко его там где-то судно пошкрябало и где-то было прям, сурово, нехорошо, но он это выдержал, и потом ему
по всей видимости, за это, если в таком контексте рассматривать, была дарована возможность завершить его дело, и у него потом была и вторая жена, и еще 3 дочери она ему родила. А на Востоке ведь считается, что тот, у кого 3 дочери, тому прощаются все грехи. Я не знаю. У меня 2 сына, что мне делать? У каждого из нас есть свой код. Научиться его считывать – реальное преимущество в деловой и личной коммуникации. Тренинг «Код личности» даст вам простые инструменты, чтобы понимать людей, управлять общением и всегда быть на шаг впереди. Подробная информация по ссылке в описании. Слушай, вот ты понимаешь, я вникаю в то, что ты говоришь, и я понимаю, что есть вещи в жизни, которые управляются предельно свыше. Во-первых, сам замысел, да, словарь толковый великорусского языка. Что Толковый значит словарь живого великорусского языка. Живого великорусского языка. То, что используется, и что значит толковый. Это значит, что ты осмысляешь посредством использования всего этого огромного лексикона каждое слово. Но это вот невозможно сейчас себе представить. Я просто так мысленно пытался прокрутить в голове, думаю, вот какую-нибудь тетрадку завести. Помнишь, раньше тетрадки были 96 листов. И попробовать написать туда 2-3 тысячи слов и растолковать их. Просто вот сейчас сам по себе. Напиши, вот там молоко. Что это такое? Там, хлеб, там, не знаю. Поземка. Авторучка, да, поземка. Но это же как? Я не могу себе этого представить. Это невероятный труд, который может быть осуществлен только если ты это делаешь, если ты это не воспринимаешь как труд, Да. если ты делаешь искренне от души и, говоря, наверное, современным языком, да простят меня слушатели и зрители, в кайф. Это хорошее, верное замечание. Мы живем здесь и сейчас, и Даль бы вполне бы это оценил. То, что делаешь ты каждый день, много лет уже. Я в прошлый раз, когда мы с тобой первый эфир записывали, был удивлен. Честно, не знал, что настолько давно ты этим занимаешься. Это ведь, наверное, то же самое состояние. Так вот, в общем и целом. Потому что последовательность, она об этом говорит. Я понимаю, что, наверное, не каждая работа дается легко. Не каждая отдельная, как сказать, гравюра, не каждое отдельное изображение, рисунок, потому что что-то, наверное, рождается, вспыхивает как образ. О чем-то ты говорил мне, рассказывал, что приходится думать, как-то осмыслять один вариант, другой вариант прочтения. Но та настойчивость, с которой ты двигаешься по этому пути, это, безусловно, уже вариант служения. Это так без громких слов. То есть ты огромный труд другого человека, жившего давно, выстроив к нему такой вот ментальный, такой смысловой мост, переносишь сюда, давая всему этому новую жизнь. То есть это фактически бесконечный процесс становления, укрепления и сохранения вот этого живого великорусского языка. Сколько у тебя работ, Петр? Сергей, во-первых, спасибо большое за такую комплиментарную оценку. Это вот то, что я чувствую, это буквально. Моего творчества. На данный момент работ, вот если только пословиц, больше 350. Если мы к этому добавим еще портреты вот наших выдающихся исторических деятелей всех эпох, еще, наверное, где-то 150. Вот там под 500, наверное, всего иллюстраций. Слышишь, какая галерея? Весомо. Да, но там еще очень много чего хочется сделать. Я понимаю, Там огромное непаханное поле, и все это невероятно интересно. И, собственно, вспоминая Владимира Ивановича Даля, я понимаю, что... Помогает тебе. Это помогает, да. Где-то в чем-то помогает, да. Конечно. Слушай, жизнь большая, я думаю, еще многое что успеется. Пользуясь случаем, напоминаю про то, что говорил «Стальная наша вьюга». Да, конечно. Очень надеемся, мы все тут, я бы рассказал, увидеть это. Мне кажется, это будет здорово. Что еще? Вот сейчас будет юбилей, 225 лет Далю.
какие предпринимаются, так, не знаю, как сказать-то, Усилия? усилия, популяризаторские мероприятия. Но- Что делать? Потому что я-то по тебе вижу, что у тебя график плотнейший, что ты все время где-то с лекциями, Да. с продвижением, с рассказом о нем, о своих работах, о том, что ты делаешь. Что-то такое масштабное с точки зрения государства есть? Как ты так усмехнулся, я так понимаю, что скорее всего на энтузиазме. В значительной степени, но будет неправильно, если я только озвучу, что я Не, вот ну- здесь типа только такой вот молодец, что-то там делаю, чтобы память о Дале сохранялась. Конечно же, нет. Есть указ номер 843 президента отмечать юбилей Владимира Ивановича Дали. Это очень здорово. Я искренне рад, что наверху, в самых высоких кабинетах, отмечают вклад Дали, что его личность пользуется уважением, и вот вплоть до такого. Что-то запланировано, какие-то вещи. Что-то запланировано, да. Я не знаю точно что, и поскольку я не знаю, то я действую на своем собственном фронте и своими силами. Я очень рад, что есть некоторые структуры государственные, довольно серьезные, которые поддерживают и мое дело, и в его контексте Владимира Ивановича Даля. Тут я думаю, можно упомянуть движение первых, большая перемена. Большое спасибо, я с ними сотрудничаю, и они приглашают читать лекции о Дале. Вот совсем недавно был на большом фестивале «Первые строки» в Печорах, встречался со школьниками, кто, возможно, через некоторое время свяжет свою жизнь с творчеством, с писательством, с стихосложением. И вот им рассказал о Владимире Дале. Некоторое время назад вернулся из Красноярска, там тоже рассказывал о наследии Владимира Ивановича Дали, и я очень рад, что есть такая возможность, есть такие структуры, есть большие площадки, где можно об этом поговорить, можно о нем рассказать, и можно напомнить нашим дорогим соотечественникам и, в первую очередь, подрастающему поколению о том, что среди нас 225 лет назад, ну, там даже, получается, чуть поменьше, жил такой выдающийся человек, такой выдающийся литератор, человек, который посвятил всю свою жизнь, несмотря на то, что был всесторонне развитым человеком, знал огромное количество ремесел, владел ремеслами, знал огромное количество, владел огромным количеством навыков. Тем не менее, он делом всей своей жизни посвятил свою жизнь русскому языку. И тоже, знаешь, так удивительно получается, что вот сейчас же год единства народов России. Да. А так вот, если подумать, что нас всех объединяет? Язык. Язык. Да. Однозначно. И получается, что в этот год, помимо юбилея Даля, но Даль все равно причастен и вот с этой стороны. Безусловно. Ну, то есть, как это ни крути. невозможно оспаривать. Как ни крути, Владимир Иванович Даль, он здесь, он с нами, его вклад, он такой же живой, как его живой язык. Абсолютно верно, да. Расскажи немножко про Печоры, про школьников. Как они тебе? Какой возраст был? Как у тебя с ними сложилось все? Это были школьники со всей России, финалисты. Я так и понял, что большого такого всероссийского конкурса «Первые строки». И они там... Я так понимаю, они начинающие литераторы. Да, это федеральный проект, они начинающие литераторы, и нашлась возможность мне приехать к ним, а им послушать мой полуторачасовой рассказ о Владимире Дале. И поскольку я достаточно давно о нем рассказываю, я регулярно обновляю свои собственные сведения, тут же это отражается на самой лекции, она сопровождается большим количеством иллюстрационного материала, то я эти полтора часа, это вот не просто такой монотонный бубнеж, а это много картинок, это много интересной информации, естественно, наверное, больше соответствующей возрастной группе. Если это школьники, там, 5, 7, 8 классы, то это один материал. Если это старшеклассники, старшей школы, либо среднепрофильное образование, то там можно чуть посложнее дать. Там можно немножко еще истории подкрутить, откуда что возникло и так далее. И я очень рад, что это все отзывается. Я очень рад, я прям это вижу по реакции зала, я вижу по вопросам, которые звучат, что вот это самое интересное, да. Что слушают.
что слушают. Понимаешь, Даль, его биография, на первый взгляд, она, может быть, лишена красивых спецэффектов. Условно, как будто бы. Хотя, знаешь, там в одной в другой компании военной окажешься, спецэффектов хватит на всю жизнь. Безусловно. Но если мы, знаешь, например, тоже с моим дорогим, уважаемым историческим деятелем, которого я очень люблю, Денис Давыдов, например. У Дали как будто бы чуть все это скромнее. Но когда ты начинаешь это все распутывать, распаковывать, вот в чем я вижу свою задачу, это показать еще, насколько на самом деле это неординарная личность, насколько это многогранная личность, насколько его вклад важен и насколько то дело, которому он посвятил всю свою жизнь, насколько оно на самом деле корнями уходит и распространяется во все наши сферы деятельности. Да. Потому что к этому словарю, к нему же обращаются не только писатели, литераторы, к его словарю обращаются, и я знаю точно, и современные музыканты, и филологи, и даже люди далекие от писательства, но которые просто с уважением или с интересом относятся к своему родному русскому языку. Да. И работают со словом в той или иной степени. Да, это могут быть, соответственно, и публицисты, и вот все мастера пера. Мы с тобой, я думаю, знаем достаточное количество историй про людей, готовящих различные документы, про то, как периодически именно в этих изданиях выискивают какое-нибудь очень подходящее слово. Абсолютно верно. Это вот буквально все так. Да, поэтому сейчас, просто чтобы завершить именно вот эту фразу, твой вопрос. Я очень рад, что такие мероприятия присутствуют. И раз уж есть доступ к аудитории, если нас смотрят или слушают директора школ или учителя русского, литературы, со мной можно связаться, есть возможность меня пригласить, и я с удовольствием приеду и расскажу там вашим школьникам либо в какую-то еще структуру, либо, почему бы нет, даже корпоратив в офисе. Везде можно послушать про дорогого Владимира Ивановича Даля и узнать для себя что-то новое. Да, хорошо, буду всем об этом рассказывать, это обязательно. Скажи мне, узнает тебя молодежь? Ты человек такой, известный, потому что это же в том числе и построение определенного имиджа, крайне такого нетипичного. С одной стороны, это такая архаика, это Даль, это где-то далеко. С другой стороны, это облечено у тебя в очень современную форму. Вот эта замечательная улитка в шлеме, это просто я всем соблюдая технику безопасности. Да, молодежи отправляю, они просто в повал лежат. Это я тебе буквально говорю. И у тебя такого там разбросанного всякого хватает. Узнают? Бывает, что узнают. О, хорошо. Слушай, я считаю, это тут правильно. Скромничать не буду, это приятно, конечно. Слушай, помимо того, что это приятно, это еще очень важно. Конечно. И вот если это какие-то такие большие организации, большие образовательные структуры, то нередко случается, что ребята, кто были в прошлом году, приезжают в этот год, а у меня уже новые лекции, они, соответственно, в некоторых структурах есть возможность выбирать, куда пойти, они прям ко мне приходят, говорят, там, Петр, были год назад, решили прийти еще раз, потому что видим новый материал. Здорово. Чаще всего не разочаровываются. Здорово. Я хотел тебе еще такую вещь сказать, совершенно, возможно, странную, но просто у меня такая мысль посетила. Сегодня я думал о нашей встрече. Игры никакой нет с какими-нибудь карточками, с твоими работами? Это прям то, что называется в масть вопрос. Все. Я тогда не встреваю. Если хочешь, скажи. Чуть-чуть подраскрою тайну. У меня действительно такая мысль сегодня возникла, думаю, а вот если бы... Хочу сделать что-то похожее и надеюсь, что сделаю. Причем работаю над этим с весны. Но поскольку это... довольно крепко надо поднапрячься. Понятно, это серьезная история там. И сделанное адаптировать, и новое создать. Да. То оно делается, знаешь, то, что называется в свободное время, а его не так-то много, потому что, например, есть там свободный вечер.
можно вот подумать над этим, а можно, ну, вернуться к какой-то иллюстрации доделать, или какую-то лекцию чуть, ну, там, продали, либо про пословицу чуть-чуть как-то ее усилить или перемонтировать. Чаще всего отдаю приоритет вот чему-то насущному. Ну, понятно. А так вообще это было бы здорово, и я надеюсь, удастся. Это просто, конечно, не в одного надо делать. Это надо найти пару-тройку единомышленников, и кое-кого я уже нашел, и эту игру сделать, осуществить. Более того, может быть, даже в формате какого-то мобильного приложения. Может быть и так. Потому что, ну, у нас же есть... Но все, что в бумаге, это всегда люкс. Это нечто подарочное. Да. А приложение – это совсем другая история. Да, но за счет приложения можно невероятно масштабировать. Конечно, это охват, естественно. Это охват. И если это сделать в каком-то таком... да простят меня это слово, прикольном, клевом формате. Это очень правильные слова, потому что это популяризация того самого живого великорусского языка, да, нашего абсолютно. драгоценного. Я считаю, что тут... Надеюсь, это тоже удастся, но работаем. Хорошо. Огромное тебе спасибо за визит. Мы не будем с тобой давать анонс следующей встречи, она безусловно. Пусть это будет нашей маленькой тайной. Мы подумаем и решим, о чем мы поговорим. Сергей, спасибо большое взаимно за приглашение, спасибо за гостеприимство, спасибо за возможность побеседовать, причем так очень ярко и интересно о жизни и творчестве Владимира Ивановича Дали. И взаимно тоже очень надеюсь на продолжение беседы. И обсудим, о чем поговорим в следующий раз. И надеюсь... Я думаю, мы обратимся к молодежи. А как именно, это мы с тобой, как говорится, сгенерим вдвоем. Обязательно. Это был Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра». Это был «Красный канон» и мой замечательный гость Петр Скляр, автор проекта «Словографика». Замечательный человек, замечательный художник и очень интересный собеседник. Спасибо. Спасибо.